Как я и говорила, ранняя капуста потрескалась. Поэтому надо садить ее меньше. Не столько, сколько я насадила, а хотя бы кустов 15. И этого хватит. Или же, когда она поспела, не прозевать, как я, а срезать и положить или в погребе, или в прохладном месте. И тогда она там будет хорошо лежать. А в холодильнике это вообще идеально. Вот просто нужно было срезать и положить в холодильник хотя бы. Видели траву на тачке? Везу траву, и куры ее увидели. И бегут за мной за тачкой. Еще только в кукурузе остался у меня бурьян, который я могу всегда нарвать для кур и индюков. Между рядами кукурузы еще кое-что есть. Все очень любят траву. А вот этим курочкам и петушкам я даже траву давать не хочу. Смотрите, у них под лестницей взошла рассыпанная пшеница. У них рассыпалась в вольере пшеница, и дожди шли, и она взошла. Смотрите, сколько мягкой, вкусной зелени. И они ее не едят. Мне это вообще загадка природы. Для меня это загадка, как куры могут не хотеть вот такую красивую зеленую траву. Что с ними происходит? Ответьте мне, пожалуйста. Может быть, кто-то знает? Подскажите, почему эти куры... Что с ними, я не знаю. Если бы эта трава была у моих кур, они бы съели ее за секунду. Или же даже у петушков. Я для индюков вот такую траву, которая всходит, пшеница, вот так рассыпанная, режу мелко, и они съедают все до единого. Ну, все куры это едят. Почему? Почему у этих в вольере есть трава, а они ее не едят? Вот это для меня загадка. Обычная вкусная трава. Что с ней не так?
а ждут бурьян. Я, конечно, дам им немножко. Я, конечно, дам немножко туда бурьяна. Может быть, они такой будут кушать. Может, они такое будут кушать. Но для меня это очень странно. Почему куры не едят пшеницу, которая зеленая? Ну, посмотрим, как вы будете бурьян. Ну, тоже особо они перебирают. Для меня это загадка, почему они не едят зелень пшеницы. Вот так под лестницей уже давно. И их это не интересует.
Я в своих видео стараюсь показать вам все, что делаю в курятнике. Даже когда привожу с огорода бурьян. Даже когда убираю вольеры, все стараюсь вам показать. А все это я делаю вот для результата. А результат у нас находится в курятнике. А результат у нас это, естественно, яйца. Вот все, что мы делаем для кур, это мы делаем для хорошего результата. Возможно, если я что-либо из этого делать не буду, из того, что я вам показываю, возможно, результат такой же самый и будет, но все-таки я думаю, что все это зависит, количество яиц зависит от того, сколько мы для курочки сделаем. И лишний раз принести траву, лишний раз поменять в ведре воду и помыть само ведро. Ну и, конечно же, почистить вольер. Все это влияет на яйценоскость. Это ежевика. Не знаю, передаст ли камера размер. Вот смотрите, какая ежевика. Крупнющая. Грушу я сразу всю не обрываю никогда, для того, чтобы приехать еще и нарвать еще груш. Но у груши, особенно летней, особенно важно не прозевать тот момент, когда груши уже начнут очень размягчаться. Вот очень важно не прозевать этот момент, а сорвать их все. Это сорт называется улюблена клапа.
мокрый, как курица. Смотрите. Вот как выглядит мокрая курица. Умница. Пошел дождь, а я иду собирать яйца. Ветки раскидали. Так, отключусь на секунду, чтобы почистить гнезда. На улице дождь, и куры предпочитают сидеть в курятнике. А нам нужно собрать яйца. Это курочка Маран. Открываю гнезда. Вот столько яиц снесли мои куры. И даже неплохо. Даже смотрю, и неплохо. Ого. Кто-то там хозяйничает. Будет сейчас яйцо. Ну, пусть несется. Я и не мешаю. Буду собирать яйца. Вы знаете, вот когда я собираю сейчас яйца, так как-то мне жалко. Все-таки планирую этих кур убирать, когда у меня уже все занесутся, ну хотя бы половина молодок занесется. И я планирую убирать этих курочек. Они очень старые. И все-таки нужно менять уже поголовье. Ну, естественно, самых молодых я штучек 10 оставлю. А всех остальных нужно будет убирать. И вот когда я собираю яйца, я всегда думаю, такое количество яиц, они сейчас несутся. И будет очень жалко с яйцом убирать курицу. И вот в такие моменты мне еще приходит мысль, когда меня спрашивают, какую курицу, каких кур купить, чтобы они хорошо неслись. Но дело в том, что это вопрос неправильно поставлен. Никаких кур нужно заводить, а как правильно сформировать поголовье, стадо, как хотите называйте. Нужно правильно организовать кругооборот кур. То есть, я вам сейчас объясню. Если вы купите 10 кур, любых, даже самых яйценоских, даже легорнов, которые несутся как пулемет, ищет себе место. Так вот, даже если вы купите 10 курочек легорна, которые очень хорошо несутся, то наступит такой день в году, такой период, когда они вынесутся и нестись не будут. Никакая курица не несет 365 яиц в год. То есть наступает такой период, когда яйца прекращаются. Курочка перестает нестись. Она должна обязательно отдохнуть. И вот в этот период, пока у вас будет несушка ваша продуктивная отдыхать,
в этот период у вас должна быть замена. Что значит замена? Здесь практически все собрано. Несись, молодец. И тут молодец сидит. А тут у нас не молодец. Это квочка. Ну, представьте себе, вот что мне в августе с тобой, красавицей, делать? Вот что? Смотрите. Что ты, кут-кудах? Что, кут-кудах? Ты видела, сколько у меня цыплят? Полный двор. Мне цыплята не нужны уже, дорогая. Давай я тебя на дождик пущу, немножечко помокни. Может быть, образумишься? Идем, идем, идем. Идем, идем. А ну иди на дождик погуляй. Давай, 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 давай. Намочись немножко. Давай, может, передумаешь сидеть? Иначе у меня есть надежный способ отучить курицу от квахтания. Ее просто нужно отсадить в другое помещение, где нет ни гнезд, где нет ни яиц. И все. И она там посидит пару дней. Естественно, еду поставить, воду. И пусть она там поживет. И все, и она перестанет квактать. Скажи, правда? Правда? Побежала. Это гнездо можно закрыть. И давайте посмотрим, что тут в металлическом гнезде. Так, тут 3 голубых яйца. Одно обычное. И все. Курочка Марана не несется. Курица Маран вынеслась. Все. Пока яиц нет. Помесная с амирауканом 3 голубых яйца мне дала за 3 дня. И на том спасибо. А для того, чтобы быть с яйцом круглый год, вот для этого нам нужны цыплята. То есть, смотрите, те курочки, которые вы взяли, несушки, они выносятся и начинают отдыхать. А в это время начинает нестись молотка. И пока несется молотка, естественно, у вас есть яйца. Поэтому делаем вывод. Какой вывод из этого всего? Поголовье кур должно быть разновозрастное. Разного возраста курочка. И поэтому одни несутся, а другие отдыхают. Одни несутся, другие отдыхают. Одного возраста куры, если вы берете себе одного возраста кур, то знайте, что наступит такой период, когда вы в году будете без яиц. Петух спрятался со своими красотками от дождя за дверью под курятником. И только тогда у вас будут яйца круглый год. Таких кур, которые несутся весь год, не существует. Этого мы можем добиться только правильным формированием птичьего стада.
А ну, пойди разберись, что там. А ну, пойди посмотри. Очень хорошо получается, когда вывод цыплят на март-апрель. За летний период эти цыплята вырастут и в конце лета начинают нестись. И несут вам яйцо всю зиму. А старые ваши куры, которые неслись летом, они зимой могут отдохнуть. И у вас получится весь сезон вы будете с яйцом. Ну и, конечно же, вы все ждете, когда я покажу яйца в этом гнезде. Я показываю все как есть. Смотрите, яиц пока нет. Но за 3 дня это нормально. Тем более, что я еще не сделала шторы. Вот как только я сделаю шторки, вот тогда и пойдут сразу яйца. Но смотрите, гнезда уже проверяются. Гнездами уже интересуются. И это уже хорошо. Скоро будут и здесь яйца. Вот такую кучу листьев с винограда и веток оборвала все лишнее. Для того, чтобы хорошо проветривалась лоза и гроздья винограда. Как правильно делать, я не умею, поэтому учить не буду. Делаю, как знаю. Поэтому вот так вот. Надеюсь, что урожай будет хороший. Очень многое я делаю методом эксперимента. Обрежу так, а потом посмотрю результат. Хороший результат, значит, так буду делать дальше. Нет, буду искать что-то другое. Так я делаю очень часто. Вот такую кучу листьев нарезала с винограда. Но здесь не только листья, и лоза, и пасынки. Ну почему так всегда? Когда была хорошая погода, не сорвать ягоды. А теперь идет дождь, и я обрываю ежевику прямо в дождь. Можно сказать, даже ливень идет. Нет, чтобы оборвать, когда была хорошая погода, ягода сухая будет. Ну, так всегда. А оборвать надо обязательно. Перед самым отъездом еще проверю. Ого!
Смотрите. Раз, два и три. Молодцы. Заберу. А как же? Все, уезжаю. Горячие. Класс. Теплые-теплые. Гнезда я убрала, все почистила. Смотрите, все чистенько. Все. Можно ехать домой. Бункерные кормушки полные. Вода чистая. Все. И еще на дорожку 3 яйца снесли. Молодцы. Индюки в дождь немножко делают вид, что они заходят. Но вообще-то они в дождь гуляют на выгуле. Давайте заходите. Очень нежная птица, индюк. И когда начинается дождь, я начинаю переживать. Заходите. Не стойте на улице. Ну, хотя бы так зашли. Хотя бы вот так под крышей курятника стоят. Цыплята хорошо знают, когда дождь начинает, и все сидят в домике.